Ребят, всех приветствую. Напишите мне, что по качеству звука. Не глушит ли вас? Всем доброго вечера. Опубликовала я, ребят, с задержкой расклады ежедневные. У вас будет, не просто так я это, короче говоря, сделала, у вас как раз будет возможность сравнить, да, за эти дни, то ли у вас сходится ли по событийке. И потом уже будет, конечно, веселее. Надеюсь, подсказки, ну, многие, в принципе, пишут, что подсказки, да, актуальны. Так. Итак, ребят, сегодня вот о чем хотела бы с вами поговорить Вселенная. Всем доброго вечера. Так, музыка не глушит, насколько я понимаю, да? Давайте посмотрим, о чем с вами бы хотела поговорить Вселенная. Чисто здрасте, понимаете? Так, а ну-ка, корректировочка пошла у нас. Что-то с полнолунием, видимо, с последним связано. Полнолуние марта, либо март месяц. Так. Новые перспективы творчества, видимо, вам перекрывали. Благословение освящения земли. Вспомнилась ситуация за 18 число, если мне не изменяет память, в Воронежской области. Хотелось бы, конечно, ребят, мне черным сарказмом позаниматься, но я думаю, вы все так прекрасно осознанные понимаете, что все не просто так. Ребят, активность по всем фронтам должна идти у вас. Воплощение планов. Вкладывание сил, смотрите, куда идут. Магия на увеличение чего-либо, привлечение чего-либо. Здесь, видимо, что-то кто-то по вам пахал. Обновление энергетики. Апрель месяц тоже туда. И вопросы по Сатурну. Запад, суббота, Сатурн. Кому надо, те соберут пазл. Да, изобилие, богатство. Ой, кто-то здесь, видимо, очень много лет старался, ребят. Угу. Чтобы двигаться, видимо, за ваш счет. Вот смотрите, наступает время, когда будет жатва. Пришло время каждому пожинать то, что вы посеяли в прошлом. Это касается каждого человека. Кто с кодексом, кто без.
Пришло время пожинать плоды своих усилий. И да, знаю, что есть такие, которые очень боятся того, что их ждет. Боитесь не зря. Вообще не зря. Ну да, время пожинать плоды своих усилий или расплачиваться за свои ошибки и за свою бездеятельность. Работать, работать и работать, ребят. Так, ну давайте начнем. Дракон, сила, власть, мудрость. Смотрите, у вас есть сила определенная, да? Но из вас сделали марионетку, чтобы эту силу забирать. И вам здесь привнесена была ясность. Для вас что-то стало на свои места. И у вас идет управление и контроль своей жизни. И вот все к этому стремятся, ребят. Но если вы не знаете, куда вам держать курс, можете тоже не туда занести может. И вот смотрите, не хотят, чтобы вы управляли своей судьбой, жизнью. Неожиданное событие вас ждет. От эгоистов, которым плевать на других. Зависть их изнутри выедает. Что завидуете? Кто-то завидует вашему сексу, вашим отношениям. Возможно, тому, что у вас нет измен. Возможно, у вас есть страсть в отношениях. А у них это закончилось, видимо. Да, они хотели с вас это стянуть тайными знаниями. Ведьма какая-то. Уже больше это не загадка. Сами на развилку теперь попали. За собственную инициативу. Будет важное решение у человечка в жизни. О, инициатива-то закрывается. Не хочу смотреть, что она там должна выбирать. Пусть разбирается своей балдой. Понимаете, а здесь, а ну-ка что? Что по испытанию? Так ее закрыли. Ее в отшельники закинули. Путь погружения в себя. С ее же, видимо, вызванными коварными злыми духами, которые держат ее в привязи, вопреки ее воле. Возможно, если здесь ведьма, то да. За вами наблюдала, завидовала, глазила. Здесь человек сам в отношениях по привязке. Вот так вот. Странно. А что тебе мешало брать и эту, допустим, же страсть в этих отношениях, что у тебя есть там, разжигать? Амбиций нет, мудрости, духовной силы нет. Одна злоба, клевета, месть, ярость. Ну, понятно, чем человек наполнен. Так, неожиданное событие. Это вам, а это этой даме за то, что вы берете управление. Она будет считать себя лишней. Здесь больше от того, что вы курируете свою судьбу сами, что-то для вас прояснилось, вы ушли от вот этих вот цепей кукловодничества, да, со стороны этой мадам ведьмы. Вот считает себя неполноценным созданием. А для вас что резко по интуиции? О, по интуиции тут стабильность, плодородие. По чувствам ждите исполнения своих желаний насчет любых ваших чувств. К кому-либо или к чему-либо.
Здесь, мне кажется, скорее всего, оно кобыла будет. Ребят, пытаются не дать вам доступ к знаниям, которые к вам идут. Здесь вы будете очищаться. Я вам хочу сказать, что сохраняйте спокойствие разума, ибо здесь были попытки к вам подселить кого-то. Но вы очищаетесь, либо уже очистились из тоски, душевной муки, из депрессии вышли. Вам были закрыты знания, а теперь кто-то этим занимался, естественно, да? К вам идет важное открытие. Что-то для себя вы откроете. Причем, знаете, как-то это... Вот, ну, ни одного месяца дела, вот серьезно. Да, там будет лишнее себя считать, и есть нечто сокрытое. Самое важное от человека будет навсегда в тайне. Будет всегда пасти задних. Так, ну давайте дальше смотреть, что здесь. Сила, целостность, контроль. Кстати, вы сами это развалили в свое время, то есть вы этой ведьме позволяли собой манипулировать. А ну-ка, почему позволяли? Ого! Так а почему позволяли? Ребят, вы могли цепляться за отношения с этим человеком. Первое. Второе, вы могли помогать человеку, человеку не нравилось то, что у вас знаний больше, чем у нее. Здесь человек крал вашу силу, фамильяров, вашу высокодуховность, ваши вибрации, вашу энергию. Вы не могли долго расставить приоритеты в своей жизни, то есть, видимо, разбирались, понимаете? Не хотели делать скоропостижных выводов, но я вам хочу сказать так. Здесь отношения с этой ведьмой, может, это ваша там знакомая, подруга, сестра, может быть, мать, у кого, кто, да? На самом деле вы осознаете, что отношения эти разрушены давно. Вы просто бежали от этой мысли. Да, вы не могли расставить приоритеты, продолжать общение. Вот это да. Прошу прощения. Общаться либо не общаться. Вы считали этого человека чистым и добродетельным по отношению к вам. А сейчас, секунду. Нет, больше не буду чихать. Причем, вы знаете, вот долгоиграющая шарманка, вы могли продолжать общение и просто наблюдать, но вы что-то реально осознали. Вы сами развалили свою силу за счет общения с этой ведьмой. О, как выплывают у нас. Да, здесь вы с помощью магии, интуиции как-то хладнокровно подошли к этому всему. То есть перестали, видимо, слишком эмоционально, чувствительно через сердце решать этот вопрос с этим человеком. Либо же здесь с помощью какого-то мужчины разрешилась эта ситуация. Вы как увидели через него. Смотрите, мужчина и женщина. Да, вы как увидели через этих людей, откуда на самом деле растут ноги. Здесь вариант еще того, что, смотрите, если это общение типа двух
подружек, к примеру, да, то здесь вы что-то стали не договаривать по магии вот этой ведьме. Хладнокровно и решительно пошли в собственную реализацию и нашли выход. Вы докопались до чего-то из прошлого, и вы поняли, откуда надо копать вот это вот. От чего, из-за чего вами манипулировали. Либо это еще сделаете. Да, здесь на вас накинут, благодаря тому, что вы вот продолжали общение с этим персонажем, накинут крест. Страдания и испытания. Страдания и испытания с христианским эгрегором затыки пошли. Отправляйтесь в поездки, в путешествия, любое движение. Прекратить общение с человеком – это тоже движение к чему-то другому. Понимаете? Возможно, в прямом смысле слова в поездке вам. Но здесь к вашему внутреннему потенциалу движение идет. У вас будет идти освобождение от недоброжелательной родовой магии. С свечами нужно работать, действуйте и выбирайте свой путь. Почему я вот сказала еще вот здесь? Освободиться – это одно, вы должны знать свой собственный курс. Здесь вы могли слишком быть близки, слишком доверять этой ведьмачке. И понимаете, как можете чувствовать себя в первое время, как чисто я одинокий волк, да? То есть будет тяжело, потому что, может, дружба долго была. Да, ребят, здесь карма, здесь предопределенность. А что насчет кармы? У вас деньги не шли из-за жадности этой ведьмы, из-за ее ненасытных желаний. И вы поддались этому же. Здесь проработка именно на жадность. Вы как одели ее проработку на себя. Погоня за удачей. И что? Ну здесь ссора была. Ссора, которая ведет к очищению. Возможно, будет болезнь, потому что будут выходить эти программы из вас. Тяжело будет. Вот вам и трансформация. А ну-ка, эта ведьма на вас будет что-то кидать? Да, и, ребята, что-то от нее прям будет на вас. А ну-ка, чистка необходима. Ну, она осознанно это будет делать. Да. Ей нужны материальные блага. Она типа, я только на себя рассчитываю. Она уже предупреждение получает о том, что лучше бы она этого не делала. Но сплетни, 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 сплетни. Прям как навязывает другим свое мнение через сплетни. А вас? А вас говорит, что вы цели в жизни поменяли. Сделки у вас удачные, выгодные, и надо их быстро в тупик закрыть. И чтобы вы в семье чувствовали тяжелую ношу. Для чего тебе тупики? Того, кто смотрит. Чтобы вы суетиться начали и попали в цепи, в порабощение, в зависимость. А для чего тебе это надо? Чтобы вы пошли на компромисс. Каким образом? Дали ей возможность зацепиться за вас опять и марионеткой вас сделать. Возможно, сплетни какие-то распространить, чтобы вы поверили чему-то и продолжили с ней дальше общаться. На вашу семью она тоже делает. Будет делать еще и коллективной работой шабашить. В вашей семье есть мужчина, который для нее является конкурентом, потому что он вас к росту как будто бы выбросил. Понимаете, что-то с мужчиной могло случиться. Может, просто какое-то открытие, трансформацию пошел. Понимаете? И как вот прозрение, толчок энергетический пошел. И у вас, да, у вас интуиция могла прорезаться. Змеи, предательство, обман. Понимаете, вот я всегда любила фразу: если человек с вами обсуждает кого-то, он обсуждает точно так же вас с этим кем-то. Вопрос в том, когда вот этой ведьме с кем было удобно о ком попиздеть. Давайте я вам так скажу. Что вам надо делать?
Ну, у вас здесь еще, ребята, эмоции вы не победили. Вы, возможно, не можете поверить, что эта ведьма накидывала на вас подклады, подарки делала. Знаете, как через ментал желала нехорошего. Это минимум, максимум вообще работы вела. Она вас считала своей соперницей. Здесь вам нужно понять, что у вас открыты все пути дороги для получения финансов. И для собственного роста во всех сферах своей жизни у вас идет как освобождение. Здесь потеря и возрождение, понимаете? Вы этого человека, эту ведьму считали частью семьи. Вот что вы теряете. Возможно, вы из-за ее деяний потеряли кого-то из семьи. У вас какие-то страхи, комплексы могут быть. Нет. Это напускное. Эта ведьма почему-то уверена, что у нее власть над другими людьми есть. Но тут уже идет предзнаменование зла, что ее лишают этой власти, да. Тут не защититься, не убежать, не скрыться. О, да. Не попадайте в вот эти испытания через собственные страхи. Возможно, здесь человек каким-то образом повлиял на то, чтобы у вас в семье кто-то умер. У вас потери прям в семье произошли. Нерожденные дети туда же. Может быть, с мужчиной что-то произошло, с родственниками, с родителями могло произойти. Ну, вы знаете, вы здесь, вам тяжело поверить, что этот человек, ну, предатель. Так, почему вы для нее были соперницей? Потому что она под сущами. У нее двойное дно. Вы могли вместе вообще работать, трудиться над какой-либо сферой. Многим делиться, какое-то общее дело. Ради сюрпризов, доверяли друг другу. Делились даже такими вещами, как знание магического толка, интуиция, там, сны и тому подобное. Она вами управляла ради того, чтобы кому-то расправу внести, какой-то женщине. Следила и за вами, и за тем. Кому она хотела внести расправу и почему? Все новостей ждала о том, что на эту женщину какие-то нападки идут. Мне кажется, вообще это вы, ребята, а это два ваших недруга, которые разосрались, скорее всего. Точнее, как разосрались? Там просто у кое-кого, видимо, глазки-то открылись. Вот, наверное, здесь так. Да, здесь помрачение рассудка вообще на эту женщину накидывали. Не дай боже, она найдет себе подобных, у нее начнется общение с высшими силами, и она тогда по справедливости даст пиздюлей. Отодвигали это, а сами кайфажорили. Так, а ну-ка, а чё ты так боишься справедливости? Потому что магичила на вас, не давала вам перейти, играла с вами фантомами и всякой белибердой. Да, она научила вас стремиться достигать целей, рассчитывать на себя, быстро реагировать. Забирала вашу радость, эта баба. И решение всех проблем абсолютно. Понимаете, здесь ваши фамильяры, защитники, прям магичила и забирала. Да, плоды ваших трудов. Сама ни хера не умеет, не делает и под масками, я же говорю. Мороки и бесы, блядь. Все на что гораздо, видимо.
свой алкоголизм на вас перекладывала. И здесь высший абсолют уже, видимо, задолбался это все созерцать. Ключи у вас забирала, вам ключи вернули. Освободились вы от надуманных проблем. Вот эта, видимо, ведьма, которая вот по эгоисту тут выпадала, она в свое время и вам вносила всякую белиберду в голову о том, чтобы вы сомневались в себе. Да, здесь так, чтобы вы ничего не хотели делать, а она к роду подсосется. Да, морочки кидал. И сущаку подселяла. В подклады возле дома. Посмотрите. Еще ей не нравится ваша стабильная деятельность, особенно у тех, у кого она через интернет идет. И смотрите. А, вы тут важное решение приняли. Вы как-то остудили эту барышню. И еще и в жертву киданули. И защиты еще порубили ее неплохо. И определенные силы, кстати. Так что с ключами? Ой, слушайте, а ей-то полетела скука, грусть, печаль, тоска, ежедневное беспокойство насчет разбитого сердечка. В свое время она вам разбила. Она как третий угол влезла и начала преобразовывать судьбу через тьму, через глобальные изменения. Это ложь, хитрость, обманы, манипуляции, понимаете? Даже если без магии, это и есть магия на самом деле. Здесь, ребята, здесь так, сразу начали показывать, видимо, двух общающихся ваших недругов, которые ранее общались, возможно, много лет. Может, вы вообще дружили все вместе, понимаете? И вот сразу вас вот эта вот ведьма выкосила, потому что вы, ну, умнее, она на вашем фоне тупая, понимаете, как бы ни старалась. И вот теперь у другого человека, то есть если вас убрать, их двое осталось, да, на нее начали открываться глазоньки кардинально. Причем человечек здесь поступил мудренько, начал просто анализировать и наблюдать. Сделал что-то и посмотрел, как действительно, вот понимаете, как вычислил ее, просто вычислил. Ну и пускай разгребаются. У того человека своя трансформация, там у вас своя. Тут ей неплохо так возвращается, прям... Для чего-то вам надо было это знать. Она, видимо, и вашу силу, и силу того человека хапужила и хапужила в свое рыло, не стесняясь. Все ради материальщины. Ну, как в мультике, да? Бог в помощь. А ну-ка, и бумеранг на дне. Бумеранг она вам на нищету делала. И вам, и, видимо, тому человеку. Что? Она очень много явного скрывала, и там все вскрылось, что она черный человек с направленной злой волей и занимается только воровством. Вы знаете, в свое время вы отсекли этих людей уже, видимо, давно, причем решительно для себя. Вы в свое время подохренели, да, вы от этих интриг просто отошли, посмотрели на это все. Больновато вам было. Я думаю, сейчас им намного больнее, чем было вам, кстати. И делано вам на нищету было. Ими двумя, кстати, этими людьми. Вот. И все летит в тартар. Вот так-то, ребят. О чем вам нужно было знать? Неожиданно. Кстати, легкий поток, очень таки легчайший. Видимо, здесь кто-то из вас кардинально поставил точку для себя в понимании именно вот таких вот персонажей. Ну, а к этому, естественно, уже закрыты все пути дороги к прошлому. Задержалась я с потоком. Кому интересно, следующая трансляция еще у меня будет. Всем остальным пока-пока, осознанным добра и любви этого мира. Ну, а остальным, естественно, ну, что заслужили, то и хлещите теперь.